Что делать, если нам страшно? Бояться. Бояться. Страх — это чувство, и чувства, особенно такие сильные и высоко заряженные, их необходимо проживать. Наш мозг так устроен, что мы не можем одновременно и переживать, эмоционировать, и критически мыслить, анализировать и проводить такой глубокий анализ. Это или-или, потому что за это отвечают разные участки мозга, и они могут включаться только попеременно, не одновременно. Предлагаю бояться по расписанию, бояться в определенное время. Это вам поможет все оставшееся время проживать и проводить более качественно и сосредотачиваться на решении проблем и на нахождении способов выхода из этой страшной сложившейся ситуации. Как это может выглядеть? Прямо в своем расписании вносите время для страха, для того, чтобы побояться. Записывайте там 5-10 минут, с 7 до 70. В тот момент, когда вы можете отвлечь на 10 минут, закрыть дверь, уединиться, попросить своих близких вас не беспокоить и просто сосредоточиться на этом чувстве, побыть в нем, шагнуть в него, прочувствовать, дать полную волю своему телу и даже экзальтировать то, что к вам приходит, преувеличивать, плакать, кричать, стонать, выть, рычать, скрести ногтями стену, бить эту стену, замирать, падать под кровать, прятаться. Основная задача этого упражнения — контролировать свой страх. Вы психике показываете, что контроль в ваших руках, вы можете контролировать это чувство, вы его принимаете, оно имеет место быть в вашей жизни, вы его легализуете, потому что оно стоит даже у вас в расписании, со стальки-то по стальки-то, страх. Но при этом вы контролируете и вы решаете, в какой момент начать и в какой момент закончить. Проживание эмоций поможет вам выйти на следующий уровень, на уровень логический, на уровень, где мы оперируем к префронтальной коре и через критическое обмысливание ситуации ищем наиболее лучшее решение проблемы, взвешивая все варианты, имея в виду и оценивая весь спектр предоставленной нам информации, наши возможности, наши силы. То есть такой уже критически конкретный анализ, который может случиться в вашей голове, если вы переключились от эмоций на рацию. Также здесь важно вспомнить и подумать, какой ваш способ реагирования на угрозу, на страх, на сильный стресс, на дистресс. Наверное, вы знаете, что выделяют три основных таких базовых инстинктивных реакций — это «бей», «беги», «замри». Так вот, анализируя это для себя и понимая, к какой стратегии прибегаете вы в состоянии сильного стресса, это тоже поможет вам лучше адаптироваться к ситуации и лучше ориентироваться, позволять себе впадать в эту стратегию, которая, в принципе, биологически заложена, потому что она коррелирует с вашей нервной системой. Возможно, где-то обвинение, что я как-то не так реагирую, надо было бы вот так реагировать, вот, а я что-то вот так. Вот. Но на самом деле, зная свою природу и понимая, как вы устроены и как вы обычно реагируете, это тоже поможет вам быстрее проходить этот момент эмоциональный, да, вот этого реагирования, и быстрее переходить на следующую фазу и иметь более лучшую чистую концентрацию на решении проблемы, нежели залипание в эмоции.